Всем привет! Сегодня мы поговорим о сокровищах. На нашем канале уже было видео по ним, но оно немного устарело, так как появились сетовые сокровища, а также многие ивенты, благодаря которым можно прокачивать сокровища более эффективно. Сейчас мы как раз и поговорим о базовых механиках улучшения сокровищ и о том, как это делать быстрее и эффективнее в моем понимании. Перейдем в алтарь Илари, сокровища. Здесь у нас есть галерея. В галерее мы можем увидеть у нас все сокровища, которые на данный момент уже были введены в игру. Также у нас здесь иногда заранее добавляют сокровища, которым только предстоит выйти, как, например, Золотой Лук. В прошлом событии восхождения фракции его еще не было, и ему только предстоит появиться в следующем восхождении фракции, который у нас будет вроде как на следующей неделе. Но его уже добавили в этот раздел. Мы благодаря этому можем заранее посмотреть, какие у него свойства, и понять, нужно нам это сокровище или не нужно. Также те, кто у нас сохранил сундуки с прошлого восхождения фракции, могут в этих сундуках уже выбрать как раз фрагменты этого сокровища и благодаря этому прокачать Золотой Лук раньше остальных, что даст вам некоторые преимущества относительно других игроков. Напомню, чтобы синтезировать нам сокровище, нам нужно 10 его фрагментов. Для того, чтобы улучшить сокровище до 2 звезд, нам не нужны его фрагменты, нужны только камни Вознесения. Для того, чтобы улучшить сокровище до 3 звезд, нам нужно 20 его фрагментов. Для того, чтобы улучшить его до 4 звезд, нужно 40 фрагментов. Для того, чтобы улучшить до 5 звезд, нам нужно 70 его фрагментов. И потом нам нужно будет 110 фрагментов. Если вам интересно, я могу составить таблицу требований для улучшения каждого сокровища и выложить ее на странице нашего сообщества YouTube. Так что отпишите в комментариях, нужно ли сделать это. Также хочу отметить то, что количество фрагментов, которые нужны для улучшения по звездам, для всех сокровищ одинаковое. То есть как для святых сокровищ, так для продвинутых, так и для первичных. Единственное отличие то, что сетовые сокровища будут требовать больше фрагментов, но об этом мы поговорим немного позже. Кто успел заметить, то у нас после того, как сокровище достигнет 5 звезд, для улучшения его на 6 звезд требуются уже не его фрагменты, а святой сокровище фрагмент. Мы будем это в будущем называть общие фрагменты сокровищ. Так, они у нас как раз таки появляются после того, как сокровище достигает 5 звезд. То есть, допустим, вот мы с 4 до 5 звезд улучшили, у нас было 78 из 70, и после этого у нас требуется первичный сокровище фрагмент. А фрагменты конкретного этого сокровища мы можем как раз обменять на первичные сокровища. Это очень удобно, потому что если у нас какое-то сокровище вышло уже давно, и мы его прокачали на максимальный уровень, и у нас не будут тогда копиться его фрагменты, мы можем их обменять на общие фрагменты, и после этого, благодаря общим фрагментам, улучшать уже другие сокровища, которые вышли не так давно. Также, кто заметил, у нас после того, как сокровище достигает 3 звезд, продвинутое и святое, появляется у нас такой еще дополнительный раздел в требовании. Это у нас общие фрагменты предыдущего раздела. У нас 3 раздела есть: святое сокровище, продвинутое и первичное сокровище. Так вот, когда мы улучшаем с 3 до 4 звезд и дальше продвинутые сокровища, то у нас будут требоваться первичные сокровища фрагмент, помимо фрагментов самого этого сокровища. А когда мы будем улучшать святые сокровища, у нас, соответственно, будут требоваться продвинутые сокровища. Так как у нас этих общих фрагментов требуется довольно-таки большое количество, как мы видим, то очень важно стараться прокачивать все сокровища до 5 звезд, чтобы у нас при получении фрагментов этих сокровищ могли обмениваться на общие фрагменты и благодаря этому прокачивать другие сокровища более высокого ранга. Также, как мы видим, у нас здесь есть раздел скидки, в котором дают различные бонусы за повышение мощи всех наших сокровищ. Мы здесь можем заметить то, что у нас здесь даются фрагменты рога изобилия. Казалось бы, это не особо полезное сокровище, так как оно не дает никаких боевых бонусов, но на самом деле это не совсем так. Его имеет смысл улучшить до 5 звезд, потому что его фрагментов выпадает очень большое количество. И позже мы можем обменять его фрагменты на святые сокровища общие, и благодаря им прокачивать уже другие боевые сокровища с 5 до 6 звезд. Общие фрагменты также можно получить и другим путем, если выполнять задания в различных событиях, но об этом немного позже. Сокровища также можно улучшать посредством заточки. Чтобы нам первый и второй уровень заточки прокачать, нам нужны первичные камни заточки.
Чтобы третий и четвертый нужны средние камни заточки. С четвертого и выше нам уже продвинутые камни заточки нужны. Причем у нас количество, необходимое для улучшения на следующий уровень, сохраняется как для святых сокровищ, так и для продвинутых, так и для первичных сокровищ. То есть, как мы можем заметить, то, что у нас улучшение с первого уровня на второй, у первичного сокровища 50 камней заточки, и точно так же 50 камней заточки у святого сокровища. Но при этом у нас максимальная прокачка по заточке у разных типов сокровищ, она разная. То есть первичные камни заточки, они максимум улучшаются до 5 уровня, продвинутые сокровища максимум улучшаются до 8 уровня, а святые сокровища улучшаются максимум до 10 уровня. Также важно отметить то, что сетовые сокровища требуют для улучшения на следующий уровень заточки больше. Как мы видим здесь, на первый уровень нам нужно 80, а не 50 первичных камней заточки. Поэтому сначала лучше улучшать у нас не сетовые сокровища, а потом уже сетовые сокровища. Продвинутые камни заточки у нас получаются с помощью синтеза из средних камней заточки. А средние камни заточки у нас получаются посредством синтеза из обычных камней заточки, первичных. Первичные камни заточки в свободном доступе. Вы их каждый день можете собирать сокровищ на карте и также смотреть рекламу, чтобы получать больше первичных камней заточки. Также камни заточки у нас можно получать при продвинутой молитве или с случайных сундуков сокровищ, а также в различных событиях. Например, в данный момент у нас идет событие праздник середины осени. И здесь, как мы видим, в наградах у нас есть и продвинутые камни заточки, и средние камни заточки, и первичные камни заточки. Ну, в общем-то, вроде с основными моментами мы разобрались. Давайте теперь перейдем к тому, где и как получать материал для улучшения ваших сокровищ. Из нововведения относительно предыдущего нашего видео по сокровищам это появление продвинутой молитвы в алтаре Илари. Об этом наверняка многие, кто активно играет, знают, но все равно для полного обзора расскажу. Раз в сутки у нас есть возможность помолиться и шанс получить одно из сокровищ, которое есть в разделе награды, или камни заточки, или камни вознесения. Пока что каких-либо событий, где требовалась трата редких камней желания, не было, поэтому копить их в каком-то большом количестве и ждать подобного события смысла особо нет. Но на всякий случай лучше все равно оставлять 50-100 редких камней желания, чтобы какое-то событие неожиданное с заданием, где они будут требоваться, не застало вас врасплох. Редкие камни желания также можно купить за деньги. Но я бы это не рекомендовал, потому что там соотношение цена-качество чаще всего не очень хорошее. Можно также получать редкие камни желания путем выполнения ежедневных заданий. Здесь у нас 3 камня редких желаний, и также немного камней вознесения дается, которые также нужны для улучшения ваших сокровищ. Так что не ленитесь и выполняйте эти ежедневные задания. Также каждую неделю есть шанс получить, есть возможность у вас получить 25 редких камней желания, если вы выполните, соответственно, еженедельные задания. Также различные материалы для улучшения сокровищ можно получать с случайных сундуков сокровищ. Сейчас эти сундуки можно получить как награду за закрытие храмового сундука в субботу и воскресенье. Так что старайтесь тратить ваши ключи именно в этот день. И задания, где нужно получать храмовые очки, стараться нужно выполнять именно в выходные. Ну и как я уже говорил, случайные сундуки сокровищ у нас даются как награда при улучшении общей мощи ваших сокровищ. Вот они. Давайте теперь как раз поговорим о сборных сокровищах, их события на сокровища. На данный момент у нас есть 5 сборных сетов сокровищ. 2 из них, которые у нас в святых сокровищах содержатся, и 3 в продвинутых. Вот у нас первый сет сокровищ. Он состоит у нас из 4 артефактов. Как мы видим, он дает бонусы за набор из всех артефактов, соответственно, когда мы только собрали этот сет. Также он дает бонус, когда мы улучшили этот сет до 3 звезд, и набор пробуждений. Это когда мы улучшили до максимального уровня, то есть до 6 звезд этот сет. Большинству игроков это будет сделать довольно-таки сложно, так как улучшаются они за большое количество материала, их фрагменты получить довольно-таки тяжело, поэтому я бы не советовал всем игрокам стараться до 6 звезд улучшить этот сет, но до 3 звезд все-таки нужно стараться это сделать.
Также у нас есть второй сет, он примерно аналогичный, только у нас здесь уже 3 артефакта. Также у нас есть продвинутые сокровища, сеты. Вот у нас первый сет, он у нас состоит из 4 артефактов. У него здесь есть бонусы на строительство и исследование. Это будет полезно тем, кто у нас активно еще строит здания и проводит исследования. Также он у нас дает лидерство плюс 50 на полном уровне прокачки. Это будет полезно, то есть те, у кого есть достаточное количество материалов, вполне могут улучшить этот сет до 6 звезд. Но если у вас нехватка материала, то старайтесь сначала улучшить другие боевые сокровища. Второй сет у нас, сет благодати, он у нас дает в основном только фермерские таланты на лазарет. Я бы его точно не советовал улучшать до 6 звезд, если у вас еще есть что прокачивать другое. До 3 звезд можно улучшить, если есть такая возможность, у вас небольшие бафы будут, больше мест в лазарете и побыстрее он будет лечиться. До 5 звезд довольно-таки спорно, улучшать его или нет. Если у вас есть возможность и есть лишние фрагменты, то есть у вас улучшится какая-то из вещей сокровища до 5 звезд и останутся фрагменты на него, то можно улучшать, чтобы потом эти фрагменты обменять на общие фрагменты и благодаря им улучшать уже другие сокровища. Ну и последний сет у нас, который есть, это боевой в продвинутых сокровищах. Я советовал бы этот сет улучшать до максимального уровня, если у вас есть, соответственно, на это его фрагменты. Вообще, откуда у нас берутся фрагменты для улучшения сокровищ сетовых? Есть такое хорошее событие «Чудо мирового древа». Когда проходит это событие, то в игру добавляет новый набор сокровищ, который в этом событии проще всего получить. Также в событии можно получить большое количество камней заточки и камней вознесения. Также в алхимии недавно добавили вот такие вот сундучки. Они полезны, если вам необходимо докачать какой-то из ваших сетов для получения бонуса. Также у нас есть вот такие сундучки. Здесь у нас хоть и только сет костяной, но у нас зато здесь есть камни вознесения и первичные камни заточки, как награда. Как это получаются эти сундучки? Эти сундучки у нас получаются посредством занятия топ-10 рейтингов в каких-то определенных ивентах. Вот как, например, у нас сейчас идет событие коллекционер гемов. Хоть это довольно-таки сложно занять топ-10, но это возможно сделать даже без доната в некоторых событиях, если вы какое-то время будете копить материал для этого. Так я, например, вот занял как раз топ-10 в ивенте на пробуждение. Надеюсь, что в будущем еще в эти сундуки добавят фрагменты второго с этого сокровища. Также у нас есть вот такие вот сундучки. В них мы можем получить фрагменты фермерских наборов для продвинутых сокровищ, а также камни вознесения и камни заточки. Сами эти сундучки даются как награда за выполнение 10-го этапа в некоторых событиях. Вот как раз коллекционер гемов. Так что я советую всегда следить за этим и стараться выполнять 10 этапов, чтобы получить эти сундуки. Потому что даже если у вас прокачаны все вот эти сокровища до максимального уровня, то вы можете обменять их фрагменты в будущем на общие фрагменты и улучшать благодаря этому другие ваши сокровища. Или взять, например, камни вознесения или первичные камни заточки. Надеюсь, что в будущем в эти сундучки добавят возможность брать фрагменты для нового боевого набора из продвинутых сокровищ. Поэтому пока что советую не открывать эти сундуки без большой надобности. Также у нас есть сундучки с трехмесячной картой, которая стоит 50 баксов. Ее советую покупать. С этих сундуков вы можете получить фрагменты костяного набора, общие фрагменты продвинутых и святых сокровищ, камни заточки и вознесения. Очень полезно это покупать для улучшения ваших сокровищ. Но также надеюсь, что в будущем в эти сундуки добавят и второй сет святых сокровищ, а может быть и боевой продвинутый набор сокровищ. Также для улучшения сокровищ появилось замечательное событие – «Война за ресурсы». Это событие пока что появилось у нас в игре в первый раз. Появляется оно только во время Войны чудес. Надеюсь, что разработчики в дальнейшем будут проводить это событие. Это прекрасное событие, в котором мы можем получить камни заточки, камни вознесения, первичные сокровища и продвинутые сокровища.
Каждый должен сам выбирать, что ему важнее получать в этом событии, но я советовал бы больше всего получать именно продвинутые сокровища, так как их получить тяжелее всего, и нужно их огромное количество. Камни заточки по чуть-чуть, но можно получить ежедневно с сундуков, камни вознесения раз в неделю можно получить с дракона, а первичные сокровища хоть и нужны, но не в таком большом количестве. Также для улучшения ваших сокровищ, фрагменты сокровищ можно получить в различных событиях, в том числе и в тех, в которых нужно вкладывать деньги. Недавно проходило событие, где нужно было покупать каждый день пакет, а за это в награду давали продвинутые сокровища. Очень рекомендую, вы можете за $7 получить хорошее количество материала для улучшения ваших сокровищ. Также есть и в награде это в бесплатных событиях. Вот, например, как это, здесь мы можем получить 400 первичных сокровищ и 200 продвинутых сокровищ. Раз уж вспомнил про камни вознесения, то их можно получать каждую неделю в рулетке дракона. Как мы видим, у нас теперь за то, что мы крутим рулетку, возвращается 500 кристаллов дракона. Также 200 кристаллов дракона мы можем получить еженедельно в среду с испытания воина. Какие-то кристаллы дракона у нас выпадают с убийства дракона на карте из сундуков союза. В итоге в среднем получается, что раз в неделю примерно мы можем в рулетке дракона получить главную награду. Также в рулетке дракона добавили возможность получить фрагменты нового сокровища. Если у вас большое количество кристаллов дракона, то нужно это делать. У меня лично их не хватает для этого, так как убрали возможность обменивать части скинов на кристаллы дракона. Надеюсь, в будущем эту возможность вернут. Также камни вознесения, заточки и первичные сокровища можно покупать в магазине таинственного торговца, к сожалению, который у нас появляется раз в сутки. К сожалению, я его сейчас не могу показать, так как у меня он уже сегодня закончился. Я советую там покупать это, так как нужно небольшое количество золота, которое вы сможете восполнить, победив в одной или двух битвах сильнейших. А этот материал вас по чуть-чуть продвигает в улучшении ваших сокровищ. Я постарался максимально разобрать тему сокровищ на данный момент. Некоторые моменты были банальны, некоторые, надеюсь, были для кого-то полезны. Так как было очень много материала, то, возможно, где-то повторялся или что-то забыл сказать. Так что пишите в комментариях, если вам есть что добавить. В общем-то все. Всем спасибо за внимание. Всем пока и не забывайте думать своей головой.